Часовой смешной ТикТок. Стой, ты хочешь сказать, что вначале точно надо мыть хобот, а потом намыливать все остальное, я правильно понимаю? Вообще-то считается, что голубые слезы – это один из самых романтических видов на Земле. С вами Евгений Зеленов. И чтобы не отвалились дети с СДВГ, смешно, познавательно, чай, Куала-Лумпур. Приехали! Вскрываем! Senangnya dalam hati kalau beristri dua seperti dunia mana yang punya kepada istri tua kanda sayang padamu kepada istri muda I say I love you. Улица Петалинг – ядро Куала-Лумпурского Чайна-тауна. Теоретически, туристу именно здесь можно поесть по прилету. Но я, поедатель, всего, кроме кинзы, не нашел, где еда. Улица с едой оказалась улица совсем кроме еды. Кажется, всю еду съели. Вместо нее здесь кепки, тапки, паленые наушники. Но есть дуриан. Везде. Great. Oh, do you have a bag or something like this? Like a stand? А сейчас уникальный опыт. Почувствуйте себя в столице Малайзии. Это захватывает дух, поэтому через 3 секунды вместе со мной задержите дыхание. Ага, прошли. Там дуриан. Отдышитесь. Вы побывали в Куала-Лумпуре. Здесь очень хорошо, и я целый час об этом говорю. Но иногда дуриан, а иногда канализация. Хрен поймешь. Думал, дуриан открывает, а я сейчас реально рядом с канализацией прошел. Мне рекомендую этот напиток Мангга. Мангас ин Пэрис. Знаменитая песня Джай-Зи. But it's provocative. No, it's not. It gets the people going. Что такое Куала-Лумпур? Куала-Лумпур, или коротко КЛ, бывшая столица Сингапура и Малайзии. А сейчас только столица Малайзии. И архитектурно, в отличие от Сингапура, где из-за близости аэропорта высотки очень сгруппированы, Куала-Лумпур – это осциллограмма больного пневмонией. Here we are in Adobe Audition with a voiceover. И да, я тут действительно болел пневмонией во время путешествия. Не рекомендую. Осциллограмма – полная хрень. Еще я высморкал такую жуткую, огромную зеленую соплю сегодня. Просто трындец. Небоскребы и трущобы здесь разбросаны как носки после рабочего дня. Высокие и низкие дома не организуются в кластеры, как пакеты без пакета для пакетов. И все, что объединяет халупы и премиум-отели – это кондиционеры. Ну, тут еще несколько можно воткнуть. Куала-Лумпур – это Москва-Сити
в которой вокруг вместо 5 построили одноэтажные какие-то халупы. Здесь точно есть чем заняться, но не забудьте, что, как в стиральной машине, здесь настройка от 26 до 38 градусов. И в конце вам обязательно нужен будет режим сушки. Попробуйте сюда приехать. Вдруг у вас получится потеть меньше, чем ваш потливый ведущий. Если вы человек, то в Куала-Лумпуре, кроме кондиционера, вам вообще ничего от жары не поможет. Футболка, это все, это... Поэтому деэволюционируйте. Станьте животным, окуклитесь, превратитесь в бабочку и уже бабочкой хотя бы попробуйте спастись от жары в каком-нибудь парке бабочек Куала-Лумпура. Не щекоти только. Ой, не щекоти! Ой, не щекоти! Щекотно! Парк бабочек. В рыболовной сети летают куча бабочек, пауков. И здесь очень много пыльцы и цветов, так что аккуратно. Я чихнул не потому, что у меня аллергия, а потому что я болею уже неделю. Твою мать. Игра, в которой можно играть и внутри этого павильона, и дома. Найдите бабочек. Мама родная, это бабочка кверх ногами. Мне не страшно. Я просто не знаю, как держать бабочек правильно, чтобы не оторвать им ничего лишнего. Ты, блин. Иди сюда, котя. Ну. Поймал! Ай, улетела. Главная проблема в том, что бабочки не то чтобы сильно хотят с тобой взаимодействовать. Можете хоть и сходиться. Ни одной бабочки вы не найдете, но потом будете рассказывать друзьям, что было очень весело. Я могу сказать точно, что они вот в этой тени сверху точно сидят. Это какая-то малазийская вариация игры «Где Вальдо?». Хрен поймешь, где Вальдо, но все вокруг в бабочках. Сачок нужен. Кепка. Точняк. Опа. Поймал. Кепкой. Ебой. Кисулька. Вот она какая. Иди, киска. Ой, носик такой. Пахнет какой-то деревней. Вкусно. Не, ну... села. Ой, ребята. Поймал. Охота удалась. Хорошая подсказка. Возьмите с собой кепку. В кепку ловить этих бабочек гораздо удобнее. Все, поймал опять. И еще одна. Будешь сидеть? Сиди со мной. Смотри, тут тебя брать... Ну ладно. Ну теоретически, если вы здесь целый день будете ходить, то в конце на вас налипнет весь вот этот балаган. Но в целом они больше любят вот эти вот сетки рыболовные. На них постоянно сидят. В общем, в Куала-Лумпурском саду бабочек у вас в итоге два варианта действий. Первый. Прийти на час, быстренько здесь все оббежать, не встретить ни одной бабочки. И, в принципе, это стандартное времяпрепровождение. Второе. Зарядить сюда на целый день с сачком, с кепкой, со всеми делами. И вот обсадить в итоге себя всего этими бабочками к концу дня. Выбирайте. Билет, в принципе, стоит что на 1 час, что на весь день одинаково. Этот еще все еще сидит. Ну, елки мои. Надеюсь, вы еще не забыли, зачем пришли в парк бабочек.
Все для того, чтобы в тени деревьев, как бабочка, спастись от жары. Ну как? Спаслись? У меня уже такое количество воды вылилось, я вообще не понимаю. Это просто невероятно. Никогда в жизни я не заходил в торговый центр с таким желанием купить себе ядрючую футболку, что вот это настолько мокрая, что я смог выжать из нее 2 капли. Просто магазин дерьмовых шмоток. Дерьмо, турмо, дерьмо. Что-нибудь. О, Том Форд. Том Форд, кстати, снял отличный фильм, называется «Ночные животные». Очень рекомендую. Смотрите, что-то японское. Может, здесь что-нибудь найду. То, что надо. Сейчас возьмем. Неужели размер L соответствует со своим буквам? Не верю. Hi. Good evening. Get back. No, I would like to actually wear it. Yeah. Господи, боже мой. Новая футболка. Даже чек есть. Мой, как хорошо в новой футболке. Я не воняю, я не мокрый. Нет. Это Куала-Лумпур. Через час я уже снова вонял и был полностью мокрый. А я тем временем напоминаю, что 30 градусов в 8 вечера — это нифига не весело. Это футболка, которую я купил полчаса назад. Обязательно зайдите сюда. Здесь невероятная толпа. Посмотрите на 2 башни. И можете тащить кольцо дальше. У меня был любимый дедушка, который часто говорил, что если бы он не потел так сильно, он бы мог легко стать мэром Москвы. Во-первых, я считаю, что он и без этого был достоин стать мэром Москвы. И вообще любой человек, который потеет, достоин стать мэром Москвы. А во-вторых, мне надо быстрее уйти в какое-нибудь помещение, а то это моя последняя футболка. Вот так спокойно идешь по городу, а тут фестиваль старой херни. Так, мне нужны бирюльки. Мне и моему рюкзаку. В прошлом видео я поставил себе важную задачу. Почему Сингапур решили выгнать, это отдельный вопрос. И мы его обсудим потом, когда я приеду в Малайзию. Рассказать, почему Сингапур, маленький остров на юге Малайзии, не Малайзия. Ответ довольно простой. В Сингапуре проживают в основном буддисты-китайцы, а в Малайзии
мусульмане и жуткие националисты. И националисты не гражданские, как в Сингапуре, по мироощущению, а настоящие, по матери и по конституции. В Конституции Малайзии прямо указано, что этнические малайзийцы имеют преференции на госслужбе, в образовании, торговле и в правах. И в 1965 году малайзийское правительство во главе с повелителем Малайзии и премьер-министром хорошо подумало и исключило Сингапур вместе с его популярным главой из состава Малайзии. And these differences take so many forms and are of so many kinds that it has not been possible to resolve them. And so we decided that we must part company. Это очень похоже на то, что было в России, но только полностью наоборот. Так же, как вам сейчас говорю, открыто совершенно, что это уже не наша историческая территория. Там не проживают русские люди. Они вообще не оказались в опасности. Мы можем их бросить. Ведь если бы к власти в Малайзии пришел суперпопулярный глава штата Сингапур Ли Кван Ю, то, возможно, не было бы уже ни повелителя Малайзии, ни ислама, и страна внезапно стала бы мировым финансовым хабом, а не местом, где у меня съели все деньги с карты. Не переживайте, деньги я уже вернул. Но подозрение либо на местное приложение для такси Grab, либо на скиммер в банкомате. В путешествии по Малайзии, пожалуйста, будьте аккуратны. Однако битва между Сингапуром и Малайзией продолжилась и на торговых, и на экономических, и на других фронтах, в том числе и на кулинарных. Так, сегодня на завтрак. Это Кая Тост, главный малазийский завтрак. А это Лиса из Blackpink. Почему-то пробует главный малазийский завтрак. Обосраться как вкусно. Лисе тоже понравилось, но не в Малайзии, а в Сингапуре. Считается, что Кая Тост – это именно сингапурский завтрак. Вкусно. Но малазийцы не согласны. Ситуация примерно такая же, как и с борщом, на войну за который, судя по всему, мне и прислали повестку. Или с салатом «Цезарь», сражение за который – одна из крупнейших войн правок в Википедии за все время. Сейчас, например, считается, что салат «Цезарь» мексиканский. Это похоже на сгущенное молоко с каким-то травянистым привкусом. Так это и есть сгущенное молоко. Тут сгущенное молоко с зеленым джемом. И действительно, оказывается, кая – это сгущенное кокосовое молоко с листьями пандана. Я угадал. Но сгущенное молоко сложно испортить. Тост очень советую, если будете в Куала-Лумпуре или в Сингапуре. А если не будете, можете просто намазать сгущенное молоко на хлеб. И добавить какой-нибудь зелени для придания азиатского оттенка. Только, пожалуйста, не кинзы. Очень советую. Это, конечно, не весь малазийский завтрак. Вместе с хлебцем идет жареный рис. Спасибо дяде Роджеру, я обожаю жареный рис. Have this in my home all the time now. Chili jam. It's What I tell you, it's not Asian ingredient. What he doing with chili jam? Let's see. brilliant for cooking. Kind of glaze. Oh no. Putting jam in rice. Это великолепный завтрак. Жареный рис острый, с самбалом, почему-то с мороженым горошком и с мороженой морковкой. Мне это не нравится, потому что зачем мороженое использовать, если свежее. Но в целом хороший жареный рис. Но самое вкусное, еду в ресторане Мишлена, давайте оставим наконец.
В 40-градусную жару гораздо важнее поговорить о малазийских напитках. Это сок из свежих огурцов. О, черного хлебушка с солью еще бы к этому. О. Именно это я и заказывал. Где-то в мире не хватает одного огурца в салате. Его выжили мне в лед. Черный чай в Малайзии тоже из пакетика. Дали чайник, который надо засунуть в пакетик. Ну, это как гроб, в который нужно засунуть покойника. Ну, что это такое? Да. Этого уже не спасти. И чай с непонятно чем. Молоком, наверное. Я не понимаю, что заставляет малазийцев засовывать в чай все, что не попадет. На вкус это просто ужасно. И окей, я понимаю, у британцев какая-то проблема с сосочками на языке. Им постоянно кажется, что они не едят дерьмо. Но малазийцы-то понимают, что такое вкусно, что такое нет. Что мешает взять просто чай в кипяток, заварить. Все. Идеально. Напиток на все времена. Миллиард лет люди его пили. Вкуснятина. Обосраться. Круто. Ну, что... Гуада. Что-то знакомое. Пахнет не очень вкусно. На вкус тоже не, колокольчик. Я сожалею, что вы это видели, что я это выпил, но там внутри разберутся. Напиток из моркови. Слушайте, скажите, у меня среди подписчиков есть люди, которые не могут употреблять скисшее молоко, начиная от творога, заканчивая любой кисломолочкой, сметаной. Мой организм не хочет принимать скисшее молоко в любых его формах. Здесь обычно. Ой, с меня потекло по второму кругу. Я не знаю, как сделать так, чтобы не текло, но я так понимаю, мой организм меня особо здесь спрашивать не будет. Вообще-то есть один веками проверенный способ, как помочь своему организму не потеть в Малайзии. Но он тоже связан с кондиционером. Мечети – это лучшее место, где можно отдохнуть и привести себя в чувство. Там приятно, свежо, удобно. Но я забыл про одно важное правило. С голыми коленками нельзя. Поэтому выбирай. Либо весь день ходи, душнись, либо ходи вот так и не сиди на ковре. Мне кажется, надо будет один раз все-таки надеть длинные штаны и посидеть на ковре, а то мне что-то захотелось уже. Чуть похоже на Хари Кришна. Я был на индийских всяких тусовках. То есть в Сеуле бы здесь все было в плакатах какой-нибудь Ванёны. This is Wanya. Come get ready with me for the Frost Maison exhibition. Хансохи. 한소희의 드러나 봅시다. 시작해 보겠습니다. В Малайзии что имеем, то и имеем. Местные... я не уверен, что мусульманам можно иметь айдолов. Поэтому местные женщины. Ариани. Ислам в Малайзии с 7 века. Его сюда по морскому шелковому пути завезли арабы вместе со стеклом и жемчугом. Малазийцы создавали купеческие семьи и постоянно перенимали религию своих торговых партнеров и половых. Ислам сохранился в Малайзии, тут уж как вам удобнее, либо благодаря, либо вопреки стараниям здешних колонистов. Малайзийцам повезло, что это были не испанцы или португальцы, которые бы поджарили хлеб местного населения и пролили бы литры их вина, чтобы познакомить аборигенов с автором этой охренительной кулинарной метафоры.
Но колонизировали Малайзию и не американцы, как можно было бы подумать, по местному флагу. Заметно сходство с флагом США? Конечно, заметно, потому что они оба были экспроприированы из британской восточно-индийской компании. Бывает. Я не говорю про флаг России и Франции. Там еще более интересная история. При всем этом исламе главная инстаграмная достопримечательность мусульманского Куала-Лумпура, пещеры Бату, вообще-то индуистский храм. Точнее, я бы даже сказал, шиваистский. Поэтому кришнаитам будет не так интересно. Пещеры Бату. Спонсировано Пепси. Артикул 984, 98. Так до них еще идти надо. Как в любой плохой презентации, перед тем, как перейти к интересному, давайте скучные цифры. Пещеры Бату сформировались, впервые воздвигнут этот самый храм внутри пещер, ступени. Но самое главное, здесь обитает огромная стая надоедливых гребаных макак. В путеводителях для белых туристов часто говорят, что батумских макак ни в коем случае нельзя провоцировать, и при их атаках надо просто расслабиться и получать удовольствие. Как Невил Чемберлен. Охренеть! Слушайте, я не думал, что макаки могут открыть бутылку воды и выпить ее. Интересно, они могут закрытую банку с огурцами моей бабушки открыть? Вот это хороший вопрос. Но сидя дома, просто представьте, что вы оказались на барселонском вокзале, где вас безостановочно трогают 132 бомжа. Макаки подрезают все. Еду, телефоны, портфели, детские, игрушки. Сорвали с кого-то игрушку. Я прекрасно понимаю, что мы-то с вами все либертарианцы и следуем принципу неагрессии. Поэтому на бесконечной обезьяне атаки я рекомендую вам 2-метровый штатив. При съемках этого ролика ни одна обезьяна не пострадала. Не переживайте. Но вот за кадром, конечно, обезьянам досталось от души. Сами малазийцы с макаками не церемонятся. В 2000-х в Куала-Лумпуре обезьян расстреливали прямо на глазах у прохожих. Но защитники животных с ПТСР нажаловались. И теперь надоедливых обезьян по всей Малайзии переселяют в дикие леса. И там уже расстреливают. Я не то чтобы очень люблю пещеры. Тут очень скучно. Внутри пещер Бату очень скучно.
Как, в принципе, во всех пещерах, куда можно зайти туристам. Или просто можно зайти. Поэтому можете даже не заходить. Вместо этого я расскажу вам кое-что интересное. Секс великого бога Шивы прерывают индийские боги, и его семя падает на пол. Так начинается история лорда Кратикеи, чья золотая статуя и стоит перед входом в Куала-Лумпурские пещеры Бату. Жена Шивы, богиня Парвати, говорит: «Твое семя упало на землю, а не в мое лоно. Куда оно делось? Среди богов кто мог его скрыть?» А скрыл его бог огня Агни, который превратился в голубя и проглотил семя лорда Шивы. Я напоминаю, это не Кама-сутра, это Шива Пурана, одна из 18 ключевых книг индийских легенд. Но Агни не смог выдержать силы семени Шивы и сплюнул его в реку Ганг. Но и Великая река не смогла и выбросила семя в рощу. И не смогли смотреть на семя ни солнце, ни луна. Они отвернулись. И посреди рощи семя превратилось в красивого мальчика с хорошими чертами, полного славы и великолепия. Так на свет появился великий лорд Кратикея, бог войны, чья судьба была победить великого демона Тараку, а потом быть облепленным макаками в Куала-Лумпуре. Пахну как индус. Не то потом, не то какими-то благовениями. Еще одна лестница. В роще красавца-мальчика находят 6 женщин. Мальчик настолько прекрасен, что женщины не могут его поделить и кормят 12 грудями одновременно. В итоге мальчик рос среди всех этих грудей, но Шива с женой внезапно вспомнили, что когда-то у них был неудачный секс. Шива собрал всех богов и брахманов и задал вполне логичный вопрос. Куда делось мое непогрешимое семя? Вы не видели? Потерял. Извините. Это, блин, что? Флаг Индонезии? Или Польши? Индонезии. Боги нашли семя, точнее уже пацана. И за это Шива дал всем денежные подарки. Капитализм, ёпт. В этот момент книги лорда уже начинают звать не Кратикея, а Кумара, а на следующей странице уже Сканда. А в Куала-Лумпуре памятник вообще лорду Мурагану. Это все один и тот же персонаж. Но Яхве, Элохим, Адонай, Иисус. Нам ли смеяться над индусами? И, наконец, лорд Кратикея идет убивать демона Тараку. Начинается великая битва. В битве 1000 богов и людей. Из людей делают прям реальный конкретный фарш. Сотни обезглавленных, безруких туловищ. Текла ручьями кровь, пока боги просто били друг друга, пока кто-то не устанет. Тарака ударил Вишну своим копьем. У меня нет копья, извините. У меня вот есть деревянный меч и пластиковый китайский пистолет-пулемет. Тарака расстрелял Вишну из своего пистолета-пулемета. Вишну упал на землю. Раздался великий шум. Боги громко оплакивали. Но если вы смотрели фильмы Марвел, вы знаете, что будет дальше. Через мгновение Вишну поднялся и ударил Тараку своим копьем. Пораженный трезубцем, демон упал на землю. Но снова поднялся. Блин, ребят, это, короче, Бэтмен против Супермена. Все просто бьют друг друга, пока кто-то не скажет: все, я устал, пойду поем. У меня штаны свалились. Но демон Тарака не просто хочет убить всех. Он хороший злодей. Он несет ведическое знание. Ведь Вишну на самом деле предатель и не следует собственным заветам. Ты не следуешь собственным заветам. Я не следую собственным заветам. Ты обманчив и неразумен. Ты утвердил атеистическую философию под названием буддизм. А это, брат, не по ведам.
На поле боя выходит сын Шивы, непорочно зачатый Каратикея. Легенда гласит, что только он сможет победить Тараку. Так, погоди, а Шива где? Почему он после этой страницы вообще пропадает из книги? Ладно, хрен с ним, потом разберемся. Эта битва была ужасной и невыносимой. Все боги боялись! У меня Тарака просто как будто из какого-то Комптона. Бог и демон сражались, били копьями друг друга, прибегая к мантрам Хадукен, обладающими магическими свойствами. Ребята, господи, давайте музыку сменим. Под эту мантру просто невозможно работать. Они рубили друг другу голову, шею, это одно и то же, бедра, колени, сердце, грудь и в спину. Ой, блин, кстати, довольно приятно. Разъяренный Кумара с мощными руками использовал всю свою силу и ударил Тараку промеж сосков. Где? Ударил между сосков. Это цитата из научного перевода с санскрита. Между сосков. А где это? Ладно, хорошо, окей. Промеж сосков. Главный демон Тарака в ответ яростно ударил Кумару пистолет-пулеметом Тех-9. Мне в следующий раз хотя бы еще один меч нужен. Не то, что копье, может, вилку взять. Это будет пистолет-пулемет Чехова. Он тут лежал все это время. От удара копья, или от выстрела Тех-9, сын Шивы потерял сознание. Ветер не дул, солнце потускнело, земля дрожала вместе с горами и лесами. Вы же смотрели фильмы Марвел, вы знаете, что будет дальше. Через несколько минут Каратикея пришел в себя. Обладая сиянием Шивы, Кумара своим копьем ударил Тараку, который тревожил миры. Тарака упал на землю со всеми разбитыми конечностями. Все, тут уже все, он умер. Он все, уже не может больше. Это конец. Кумара одержал победу. Боги были счастливы. Три мира обрели великое удовольствие. И спустя примерно 11 веков, в 2004 году, лорду Каратикеи, Кумаре и Мурагану поставили одну прекрасную статую. Освободителю миров, рожденному из пролитого семени. Конец. Если что, я беру на озвучку и другие охренительные истории. Обращайтесь. Seven-Eleven в Токио, в Сеуле – это место, где можно жить, где можно справлять свадьбы, похороны. Там есть все, от гвоздей для гроба, заканчивая кутией. В Малайзии какой-то маленький закуток, где такое чувство, что тебе наркотики продадут. Но мне чипсы нужны, чипсы, не наркотики. Вместо 7-Eleven зашел в Сию. Это корейский аналог 7-Eleven в поисках напитков с айдолами. Тут не только напитков с айдолами не завезли, так еще и просто напитков тоже нет. И то японское. Что за хрень? Это японское. Это японское. Решил специально гуглить, проверить. 100% корейский. А напитки корейские где? Сшибись. А пить что ли? Гиннес? Пойду молока возьму. Завтрак, обед, перед сном и удовлетворение текущих потребностей. Бля, напиток полный какой-то требухи. Сок с комочками. Я уже говорил, что кушать в Макдональдсе в путешествии – это зашквар. Но кто-то может возразить. А жрать в 7-Eleven – это не то же самое? Нет. Потому что в Макдональдсе ты ешь,
а в 7-Eleven ты восполняешь энергетический запас. Завтрак. В 7-Eleven. Ого. Это ни хрена не завтрак. В путешествии есть одна вещь, о которой постоянно все забывают. Это не огромное количество денег, которые нужно для поездки в дальние страны. Это не крепкое здоровье. Твою мать. Хотя хотелось бы. Это умение вставать рано. Даже не так. Это умение вставать рано и сразу с кровати. Вот с этим у меня проблемы. 3 дня подряд я пытался попасть в дворец Кёнбакун. И только в самый снегопад, встав с позаранку, я успел до закрытия в 4. Три раза я был в Стамбуле, 3 раза я был у входа в Айю Софию. Ни разу не был в самой Айе Софии. А Айя София закрыта. Ну, я так понимаю, мне надо в 6-й раз приехать в Стамбул, чтобы посетить этот собор. Ну, может, к этому моменту его и отреставрируют. Когда я в Куала-Лумпуре чавкаю. Завтрак. По времени это где-то уже 2-й бранч. Вставайте, пожалуйста, пораньше. Потому что в путешествии каждый день важен. И этот день был тоже очень важен. Ну, а в 1,5 часах езды от Куала-Лумпура стоят... Господи, какая милота. Только очень аккуратно планируйте себе поездку сюда. Минутой меньше, минутой больше, и все, что вы можете увидеть, это то, как они стоят. Вообще, теоретически, если приехать очень рано, то можно их помыть. Если чуть позже покормить, ну, а вот позже еще то посмотреть. Ладно, покормить, в принципе, и этих можно. Я покормил слона! Осталось помыть. Но это, я так понимаю, уже в Таиланде. Вообще-то мыть слонов должен был я. Но что-то пошло не так, и их теперь моют профессиональные клинеры. И, стой, ты хочешь сказать, что вначале точно надо мыть хобот, а потом намыливать все остальное, я правильно понимаю? Я, как правило, начинаю с головы. Не, ну чистый хобот – залог чистого слона. А этого слона никто не моет. А нет, вон у него есть личный мытель. Он просто под водой был до этого момента. Что-то там был. Но никогда не переживайте. Не успели записаться на нескучное мытье слонов, сходите на скучное слоновое представление для детей. Ведь если в слоновом заповеднике дострадать до конца скучного слонового шоу, вы наконец сможете исполнить свою мечту
потрогать палец на конце слонового хобота. Мясисто-сопливый. А после потрогания хобота стоять с таким лицом, с глазами полными счастья. Этот палец на конце хобота – настоящая мышца, позволяющая одному слону хватать тростник у вас из рук, а второму слону доставать ваш тростник изо рта первого слона. Но самое главное, по пальцу можно определить вид слонов. Один палец – азиатский слон, два пальца – африканский. Или можно посмотреть по карте, где вы там сейчас. Или можно подписаться на мой канал, потому что скоро будет видео из Кении. Там будут африканские слоны. Итак, парфюмерные хроники. Пахнет обычной деревенской петушарней. Ничего сверхъестественного. Я думал, будет гораздо более возвышенно и больше. Нет, обычная деревня. Так что можете, побывав у бабушки, сказать, что вы одной ногой были в Куала-Лумпуре. Назад вы, кстати, из этого заповедника хрен уедете. Вдали от Куала-Лумпура, в принципе, все довольно хреново работает. Как мне, блядь, ее засовывать туда? Hello. На выходе, если вы не взяли такси заранее, вам придется просить увезти вас брата сводного брата смотрителя парка. И возьмет этот братец втридорога. Хотя в Малайзии вы все равно как в стиралке. Скажите спасибо, что он хотя бы просто увез. Голубые слезы. Один из самых романтических видов на Земле. И его можно увидеть в Малайзии. В часе езды от столицы на скорости 100 км в час в городе Куала-Селангар. Вам нужно просто зайти вот на этот кораблик, предварительно записавшись. В 8 вечера каждое новолуние. Проблема исключительно в том, что сейчас луны вообще нет. Приготовьтесь. То, что вы дальше увидите, навсегда изменит вашу жизнь. Напоминаю, голубые слезы – один из самых романтических видов на Земле. Вот так с помощью сачка и палки можно потратить $7. Повторяю, голубые слезы – один из самых романтичных видов на Земле. Наряду с закатами Санторини и воздушными шарами Каппадокии. Вот и все голубые слезы. Кот наплакал. Знаете, я не самый романтичный человек на Земле, но я стараюсь. Я могу организовать романтическую поездку на выходные в Стокгольм или сделать предложение моей девушке с видом на алые паруса в Санкт-Петербурге.
Так еще, чтобы потом вас с крыши, знаете, ОМОН выгонял. Романтичненько. Если что, предложение аннулировано. Я свободен. Но это, блять, что? Это результат работы моллюсков, которые с помощью каких-то фотогенезов в полнолуние, когда прилив, превращают воду в синюю муть. Со всей силы прям. Двумя руками. Ой. Может, просто прыгнуть туда и понырять просто? Я устал. Если ваша девушка скажет, что это было романтично, дерзайте. Найдите первое, что похоже на кольцо, какой-нибудь сачок, натягивайте ей на палец и ведите под венец. Потому что есть подозрение, что вы нашли идеальную девушку, для которой романтичным будет обычный вечер с вами, во время которого вы просто не пердите. Ваш потный ведущий все еще предупреждает, что даже ночью в 9 вечера я уже весь потный. Спасательный жилет не спасает от потени. Ладно, окей. Когда корабль начинает баламутить воду, а не вы, становится совсем немного романтичнее. Но... Все, поездка закончилась. Время кассих. А после самого романтичного момента в вашей жизни, перемешивания голубых слез, пригласите девушку на романтический ужин на пристани. Романтично пососать моллюсков. Это очень похоже на мидии. Это что-то более вкусное, чем мидии, но менее вкусное, чем устрицы. Такое солененькое. Не так уж много вкуса пруда. А это кокос с креветками внутри. Там еще целая тарелка этого кокоса. Типа, ой, у нас все в один кокос не влезло, поэтому вы навалили еще целый, бидон. Байден. На вкус как кокос. Моллюски невероятно вкусные. Вот прям... Это вкуснее, чем устрицы. Потому что они по какому-то китайскому рецепту солено-перченые, какие-то солено-пряничные. Креветка, товарищи. Извините, но я сейчас буду чистить креветки. Вообще-то повар мог бы и сам, почистить эти ядрючие креветки. Блядь, да еб твою мать, уже все штаны. Та-дам! Кокосовый суп с почищенными креветками. Ровно того, чего не хватало этому рецепту последние полчаса. Это том-ям. Это том-ям. Самый обыкновенный том-ям. Без риса, правда, потому что я его не взял. А обычный, не острый. В нем кинза плавает. Но она где-то шифруется. Я от этой кинзы уехал за 10 тысяч километров. И все равно она лезет мне в рот. Ну что ж такое-то? Это не супер вкусно. Я небольшой фанат том-яма. Мне кажется, это очень невкусный суп. Но, камон. Том-ям в китайском ресторане в Малайзии – это последнее, что я хотел увидеть. Но после такого романтического вечера с утреца заварите себе свежую чашечку чая, пока я схожу в магазин купить себе чая для свежей чашечки чая. Вот, Бог. Это все, что у меня осталось. Берем Бога. Этих 4 штуки всего. Ну, окей.
Идем за хлебом с Евгением Зеленовым. Смотрите, вот это называется чайная пыль. Это вот то, что собирают с ног той девочки, которая собирала с ног собирательницы чай. Это кофе. Все, чай кончился. Малайзия, чай. Ну ладно, вы шутите, что ли? Как вкусно выглядит. Жидкость для мытья полов. О, здесь есть еще с малиной. И даже стоя на кассе чувствуешь запах дуриана с соседнего угла. Запах поездки. И если запах поездки я, увы, не смогу передать через экран, то ощущение от прогулки во время поездки попробую. Вау. Итак, почему я надел красивую рубашку? Мы идем в ресторан Мишлена. На самом деле туда можно ходить в чем мать родила и в дерьмовых футболках. Но просто мне почему-то показалось, так будет более эффективно выглядеть на картинке. И с другой стороны, мне в принципе наплевать, во что потеть. В конце ужина это 100% будет максимально мокро. Что такое еда в ресторане со звездой Мишлена? Подумайте о своей любимой еде. Скорее всего, это какая-то вкуснятина, приготовленная вашей мамой. Такая хорошая, проверенная, любимая, которую вы действительно любите и которой никогда не измените. Она с вами уже 30, 20, 14 лет. Аналогия с Мишленом такая. Если еда вашей мамы – это ваш постоянный любимый сексуальный партнер, то еда в ресторане Мишлена – это та суперзвезда, с которой вы хотели бы переспать. И вы все можете рассказывать: нет, никогда, ни в коем случае, пошло, дорого, фу. Но когда у вас наступит фудгазм, вы явно будете думать не о котлетке с пюрешкой. Будьте открыты к новым впечатлениям. Скажите: мамуля, извини, и выбирайте. Ну так с кем? Погнали. Тут дуриан, яйцо, какая-то белая штука, аспарагус, спаржа. Что, сладкое пошло? Я чувствую дуриан. Но придает какой-то земельный вкус. И, скорее всего, силу земли. Это очень странное сочетание вкусов. Я до сих пор не могу объяснить, что у меня во рту происходит. Ты как будто жуешь активированный уголь. У тебя при этом сладко, кисло, иногда попахивает дурианом во рту. А этой штуки фудгазовой нет. Но боюсь, что и несварения желудка не будет, потому что активированный уголь, я думаю, уже все абсорбировал. Это Бета Каэль, ресторан с одной звездой Мишлена в центре Куала-Лумпура. И как и любой нормальный ресторан, он не похож на юмористические скетчи. Давайте ко мне сегодня ягненка, выращенного на альпийских склонах. Карпаччо из волка отмените, да. Жопу лисы принесите мне. Вы не можете здесь ничего заказать по своему собственному выбору. Нет привычного всем нам меню а-ля карт. Ваш максимум просто сказать, что вы не любите кинзу, а после этого только догадываться, что вам там дальше привезут. К нам приехала тачка. Вау. Приятного аппетита, девушек с 8 марта. Очень малазийский, азиатский вкус. Кисло-сладкая какая-то морская с хлебом штука. И там еще камни какие-то. Пахнет трюфелем и чесноком одновременно. Со вкусом даже не кукурузы, а какого-то растения. А соусом так вообще зашибись. Как будто я в сырный соус курочку KFC засунул. Давайте еще. So our team, they use the tapioca flour to create the bread. You can enjoy with the red chili immersion. Невероятно вкусно пахнет хлеб с тапиоки. Это самый вкусный хлеб, который я ел в своей жизни. Меня сейчас только что
О, подожди, у меня фудгазм. Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Как вкусно. Сырой фактически. Он горячий, его только что из печи вытащили. For your first appetizer, you are having the ulam. Стандартная малазийская рыбка. Боберна. Очень мягкая. Сырая рыба. Представьте себе селедочку в винном соусе, только вместо вина и вместо соуса налили воду с разнообразными травами из кинзы. Мягкая, но у меня до сих пор еще вкус кинзы, который я попросил не класть. Я же от кинзы уехал за 10 тысяч километров. Это точно не рыба? Я пропустил, как обычно, весь спич. Flour rice noodle, and also that you have a crab mix. Это похоже на курицу карри, очень мелко порезанную, прикрытую какой-то салфеточкой. У меня во рту сейчас вкус карри. Самое пока невкусное блюдо, которое было. У меня белая рубашка вся обкапанная, и мы сразу так не сделал. Ага. В середине рабочего процесса оказалось, что шефа сегодня нет. А кто нам готовит? Су-шеф. Замороженный жидким азотом сорбет. Там есть какой-то привкус, который мне не нравится. Урина су-шефа. Большая часть вкуса занимает лемонграсс. Кисло. Это гораздо вкуснее, чем снег японский. Обоссанный снег. В этот раз обойдемся без фудгазма. Доели и хватит. This one for you. No coriander. Рыба с травкой, с бульоном, пахнет жареным. Это, кстати, main course, главное блюдо. В меня. У меня фудгазм. Привкус дымка такой резкий. А бульон все это смачивает. Да, как... Смочить слюной. Знаете, даже сайра, которая 10 лет лежала в банке, она не такая мягкая, как эта. Когда все есть вместе, с бульоном, с грибочком, с росточком, нажимает прям на нужные сосочки в языке. У меня напряглось ниже груди. Это фудгазм. Очень вкусно. Я напоминаю, в ресторане Мишлена все делается так, чтобы ты все взял в один большой укус и съел одновременно. Если есть по очереди, будет полная лажа. Caviar from Tanjung Maling. You can enjoy everything together. И корный рис. Все вместе. Я, кажется, уже наелся. Мне еще 2 десерта. Очень питательно. Грибочек, он портит всю текстуру. Я только его грызу. Ну, тут еще цветы есть. А ложка какая. Что это, блин, за грибочек? Смотрите. Это Шрек. Вот 2 уха. Вот одно, вот второе. Рис немножечко недосоленый, но икра добавляет ему солености. Он щелкает еще на зубах. Десерт в меня. Гуава с какими-то хрустящими штуками и чили, соусом. Это холодно, сладко, остро. И уже у меня прям на зуб попало мороженое. Немножечко фудгазм такой на полшишечки. В целом вкусно, но не сильно. И это началось как что-то непонятное, закончилось как маленький оргазм. Шоколад холодный, кокос, что-то кислое, сладкое. Вау! Это вам не шоколад бабаевский. Когда я был в кафе Мишлена, каждый раз в конце какой-то удар прям ниже пояса. Блин, я не хочу пить. Я хочу еще чувствовать этот вкус. Отличный хэппи-эндинг отличному посещению прекрасного ресторана. Результат похода в ресторан. По-моему, 3 фудгазма, 3 капли на белой рубашке. Человека из Солнечногорска довольно просто заметить в ресторане. И невероятное удовольствие. Рекомендую. Но я все еще люблю своего японского шефа Микиза. Он был первым, кто лишил меня
пищевой девственности. Как же вкусно. Но мишленовский ресторан не самая дорогая вещь в поездке по Малайзии. Ну что, вот наша супер дорогая хата в Куала-Лумпуре. Думаете, здесь все офигенно? Невероятный вид на Куала-Лумпур. В принципе, выглядит прикольно. То есть вы садитесь вот так на диван и смотрите на город. Обалдеть. Но, если вы думаете, что так все было изначально, тяжелый какой. Изначально эта комната выглядела вот так. Вам нужно было смотреть телевизор. Но знаете, в чем правда? В том, что этот телевизор не включается. Но допустим, он работает. Вы реально будете, смотреть телевизор, когда здесь есть стройка? Сидите вы вечером, смотрите на свою стройку. Захотелось что-нибудь покушать. За 15 римингов можно заказать себе эспрессо. За 20 горячий шоколад. Обычная вода. 10 римингов. А, да, если вы совсем больные на голову, можете заказать пиццу в Малайзии. Ой, бог вам судья. Понимаете, все отели бездушные. Ты хочешь узнать, какой на самом деле человек внутри, открываешь, а там даже, палки для вешалки нету. Я ненавижу отели. Я лучше 10 тысяч раз буду жить в Airbnb, чем один раз в отеле. Почему? Потому что вот здесь ничего нет. Кухня, как будто застройщик только что ее вам отдал. Вот здесь должны были лежать постельное белье, банки с вареньем. Вот это открывается вот сюда, а вот это открывается уже так. Все шкафы открываются по-разному. Кран работает. Вам дают 3 пакетика чая и, штук 8 быстро завариваемых кофей. Вам, думаете, дадут вот такую вот вкусную закуску? Ха-ха! Ладно, окей, еще один плюс отелей. К вам придут и помоют посуду. Это действительно удобно. Проблема только в том, что 2 тарелки можно и самому помыть. А это все, что здесь есть. В этой комнате стоит доска для утюга. Нет ни одной розетки. Поэтому мы возвращаемся в нашу главную комнату и ставим доску вот здесь, с утюгом воткнутым вот в ту розетку. И здесь всего 2 на всю вот эту огромную комнату. Когда вы еще в своей жизни погладите носки вот с таким видом? Так, поправка. Вам надо будет гладить не стоя вот здесь по центру с видом на город, а вот здесь вот где-то между краем шторы, и потому что провод от утюга не дотягивается. А еще в фешенебельном отеле утюг, в котором программы перекручиваются прямо во время работы. Уи! Круто! Какой-то Panasonic за 100 рублей из магазина Техносила, которого уже в принципе не существует. Мне особенно нравится вот это. Стиральная машина, все, никаких проблем и пустота. Ничего нет. Знаете, что есть? Вот этот вот маленький тюбик с порошком типа. Ну и теперь самая главная проблема всех отелей. Само собой, они все невероятно фешенебельные. Выглядят, как будто вы их купили за огромные деньги. Они действительно немало стоят. Но комната всегда выглядит так. Та-дам! А куда еще? Чем дороже отель, тем больше подушек. Я люблю подушки. Но, вот, допустим, я хочу спать на 2 подушках. Что мне с этими делать? Ответ правильный. Кидать просто вот так вот на пол. Потому что, да хер с ними. Ну и, конечно, финалочка. Вот это все, что у вас есть. Даже она выключается. То есть, знаете, типа, вдруг. И в итоге, если у вас больше, чем 1 телефон, ваш ящик выглядит так. Понимаете, в этом ящике заканчивается вся высокая кухня. Здесь настоящая жизнь, имитация жизни. Вам обязательно перезаправят кровать и засунут одеяло в
под матрас. Я не понимаю, это они специально денег, что ли, хотят, чтобы они не засовывали под матрас одеяло? Что это такое? Я умоляю, для тех, кто придумал засовывать одеяло под матрас, дайте им, пожалуйста, премию Дарвина через какое-то время. В итоге вся оплата за вид из окна. Итак, вас разбудили посреди дня и решили вам поменять полотенце. Само собой, помимо новых полотенец, вам еще и выключат горячую воду. Ты приходишь вечером, а он вот такой. Круто, да? Идеальная ванная. Вот такая вот упаковочка для разных вещей. Каждый день, опять же, разбудив вас, их заменяют на свежие. У вас даже есть полотенчика. Допустим, вы хотите их посушить. Вопрос. Где? Первая мысль. Мило. Здесь, скорее всего, полотенце сползет в унитаз. А вот как правильно решить этот квест? Вы где-нибудь находите вешалку. Комбинируйте с полотенцем и вешайте на стопер для двери. Некоторые вещи приобретают вторую функциональность. Ну и, конечно же, в мире фешенебельности буква H, значит, гидрогенизированная вода, а C кристаллизированная, потому что вот это вот кипяток, вот это холодная вода. Холодно. Поймите, я не мазохист. Я специально не переплачиваю за отели, чтобы мне там сделали больно маленькой мензуркой стирального порошка. Я переплатил за этот отель вот для этого. Вот! Весь Куала-Лумпур! Бескрайний бассейн. Так вот край. Вот он. Ну и вид. Этот бассейн как кей-поп-айдолы в двух штанишках. Первые штанишки, вторые штанишки. Но не такие красивые, как первые. И, конечно, у всех вопрос. А что же находится там за этим бассейном? Сейчас посмотрим. Ну, стоило ли это 150 баксов? На самом деле нет. А все потому, что... Здесь, правда, обещали вот на те башни вид, смотрите. Кусочек башен куала-лумпурских KLCC. Но зачем-то построили вот этот дом, и теперь их не видно. Теперь, чтобы посмотреть на CLCC, можно подойти к ним, либо купить апартаменты вот в этом отеле. Этот отель напротив моего отеля называется The Platinum 2. И вот ведь жопа. Он был специально открыт в 2023 году, чтобы перекрыть вид на башни Куала-Лумпура отелю, в котором жил я. The Face Suits. Вот видео из их бассейна. Отсюда видны кусты, рядом с которыми купался я в чертовски хлорированном бассейне. Так что, во-первых, это нечестно. А во-вторых, зачем брать номер в моем оверпрайс отеле, если можно взять номер в другом оверпрайс отеле, принадлежащем при этом той же самой компании? Platinum Victory. Creating magical moments. Но чуть с более красивым видом. Уверен, что и там вас будут будить в 10 и наливать вам новую мензурку стирального порошка. Вот это тут маленький тюбик. А больше вы и не заслуживаете. Здесь адски холодно, здесь продувает, как будто ты прислонился к трубке пылесоса и еще постоянно свистят. Все, конец.
До пробуждения 3 часа 40 минут. У меня уже работает вторая таблетка мелатонина, но, судя по всему, тщетно. Несмотря на то, что это путешествие было 7 днями жуткой температуры, мне оно понравилось. И мне реально не хочется возвращаться домой. Но в этом прикол дома, что дома можно поспать. It's a funny thing about coming home. Looks the same, smells the same, feels the same. You realize what's changed is you. Кажется, осталось сделать только одно. Зря ее, что ли, на ярмарке покупал.